и все другие партии, вы знаете, они перекрашены. Вы не думаете, что они настоящие красные. Там ничего похожего нет. Просто Нижний Аид разбросал, даже распределил права. Вот ты будешь тем-то, тем-то, тем-то. Великий океан ужаснется. Чему ужаснется Великий океан? Да вот всему вот этому вот открытию, все то, что происходило. Океан – это народ на планете, Великий океан. С вершины Авентийской горы прозвучит голос: «Кончайте, кончайте, все те, кто в противоположных лагерях. Кровью красных насытится ярость, из Римини и Прото изгонят колонна». С вершины Авентийского холма разговаривает Нептун. Это известно по мифологии. Это его голос говорит: «Кончайте все те, кто в противоположных лагерях». Все, время закончилось, ворота закрываются, все вы отобраны, собраны и проявлены. Все, время вышло. Кровью красных насытится ярость. Ну, революция 17-го года шла под красным флагом. Гражданская война, интервенция, отечественная война. Ну, в общем, сколько можно все это. Из Римини и Прото изгонят колонна. Но здесь из горных местностей, из равнинных местностей изгоняется колонна. Колонна – это, в общем, был феодальный клан в Италии. То есть изгоняется феодализм, капитализм, изгоняется рабство. И под колонной им идет еще также и строй прошлого. Колонна – это основание, устои общества, строй. Подпорка так называемая. Чтобы поддержать свою потрясенную ризу, мантию или плащ, для очищения этого красные маршируют. Но семья будет почти уничтожена смертью. Красные, через черточку красные, истребят красных. Видите, разделение есть. Есть красные, а есть красные, через черточку красные, малиновые, то есть настоящие красные. Так вот, чтобы поддержать свою потрясенную ризу, мантию, то есть марку, эмблему, для очищения этого, то есть вот вся эта сталинская элита красных, они, значит, чтобы себя реабилитировать, вот они сейчас маршируют в виде Зюганова, в виде, значит, Рудского, Хасбулатова, Ампилова. Но семья будет почти уничтожена смертью. Ну, конечно же, смерть – это замена души будут. Они будут удалены из этих тел белковых. Красные, через черточку красные, то есть настоящие, истребят красных. Когда приблизится время, недостаток лунных будет в том, что они не очень будут отличать своих от других. И потому холода, засуха, опасности у границ подстерегают их. И даже там, где взял свое начало оракул, то есть пророк. Вот все научились так хорошо носить маску, так уметь себя вести, вроде бы вежливо, и скрывать свои истинные намерения и порывы, что трудно отличить человека сейчас лунного от человека Нижнего Аида. Вот смотрите, как много проголосовало за Жириновского. Ведь не разобрались, совершенно не разобрались. Вот как много сторонников у Хасбулатова было, у Рудского, Ампилова, тоже не разбираются. И ведь часть людей израильской цивилизации, несколько человек, как я уже сказала, даже примкнули к Рудскому во время бойни вот этого 34 октября. Не разобрались. Очень трудно отличить своего от чужого. Мы попадаем часто в ловушку. И нас очень часто предают. И от этого вот то там идет срыв, то там неудача какая-то.
Везде. Очень, очень все трудно. Видите, что они не очень будут отличать своих от других. И потому, в общем, опасности, вот, холода, засухи, но под холодом идет охлаждение, вдруг бац, внезапное охлаждение. Вроде бы друг, все хорошо, свой приятель, ну все такое. Но раз охлаждение у этого человека совершенно поворачивается по-другому, становится врагом. Опасности у границ, между прочим, и на таможне тоже. Вот даже очень сейчас сложно переехать границу Эстония-Россия. Мне сейчас тоже перекрывают. Я взяла российское гражданство, чтобы сюда попадать. Сейчас мне сложно будет, как попасть туда-обратно, потому что у меня там жилье и прописка. Видите, даже там сложности, даже там, где взял свое начало оракул, то есть пророк. Два светильника будут находиться друг от друга и близко, и далеко. Два светильника – это два пророка Апокалипсиса. Один из них – апрель, другой – март. То есть закодировано рождение. О, какая дороговизна! Но два великих добряка принесут помощь. Не добраться. Они будут знать друг друга, кто они, а приехать друг к другу не могут. Конечно, на первых порах, потому что дорогие дороги, а, видимо, средств нет ни у того, ни у другого. Все усложняется. Но два добряка принесут помощь отовсюду. Притом под двумя добряками, значит, здесь идут одна помощь одному пророку идет. То есть это тоже общество какое-то помогает одному пророку. И другой добряк помогает другому пророку. Общество, которое, значит, с другой стороны. Отовсюду, по земле и по морю. То есть помощь пойдет. Но запомните, один апрель, другой март. Беглецы понесут огонь с неба на пиках. Будущие конфликты предскажут дерущие вороны. На земле крики. Когда сражающиеся будут у стен, всегда будет приходить помощь небесная. Беглецы понесут огонь с неба на пиках. Беглецы – пророки, посланники. Ну, раньше кто был почтальоном? Беглец, который должен был бежать, передавать послание от одного к другому. Огонь с неба на пиках. Пика – оружие бога Марса. Будущие конфликты предскажут дерущиеся вороны. Вот даже у Белого дома вот эти ситуации тоже фактически начинались с того, что вот у дома музея Ленина собиралась там жуткая толпа, плакаты, транспаранты, всякие газеты. Вот свора этих жутких, страшных людей, которая кричала Ельцина на рельсы, Горбачева на рельсы и так далее, значит. Так вот, под воронами идет склочный, сварливый, дерущийся, значит, нервозный, крикливый народ. На земле крики. Когда сражающиеся будут у стен, всегда будет приходить помощь небесная. У кремлевских стен, конечно же. Вот помощь тогда пришла Ельцину, когда, значит, во время вот ГКЧП. Помощь идет той стороне, которая всегда правая. Опять-таки, да, Рудской Хасбулатов думал, что, значит, также произойдет ситуация, как тогда, первый раз, значит, когда было ГКЧП. Но ничего не получилось. Если тогда армия не пошла на Белый дом, то на этот раз армия пошла, но только лишь, значит, против Рудского. Те, которые сражаются у стен, под стеной. Что кодируется вообще под стеной? Под стеной кодируется наше голосование. Наше голосование, наше волеизъявление.
Вот мы голосуем на тонком плане. Допустим, проголосовали, значит, за капитализм. Кто-то, конечно, проголосовал по-другому и так далее. Так вот это, значит, общество, которое за что-то голосует, оно выставляет пики, выставляет свои щиты. Это все кодируется как стена отчуждения, как ограждение, как барьер, как граница. Вот это общество такое, и оно как бы изолирует себя от другого общества, уже с другим направлением, вот этой непроницаемой стеной. И вот это вот сражающие у стен есть как раз люди двух идеологий, двух борющихся, значит, направлений. Вот что такое, значит, стены и, значит, сражаться у этих стен. Катрен посвящен Гитлеру, написан на смерть Гитлера. В течение длинного сезона орудием с неба идет сражение. Это идет взятие Берлина. Дерево упадет в центре города. Косилось все буквально. И дома рушились, и деревья, значит, рушились. Словесная ссора. Это ссора между Евой и Гитлером. Словесная ссора. В лицо горящий уголь. Ева, видимо, не хотела уходить на тот свет и, пожелала быть обвенчанной. Ну что ж, Гитлер тогда уже вызвал попа, и их обвенчали. Видите, в лицо горящий уголь, потому что они были, два трупа сожжены потом по приказу Гитлера. Так умрет монах Адриен. То есть Гитлер. А вот Катрен написан на тему экономической блокады Ленинграда во время вот этой Отечественной войны. Молнией в ковчеге будет плавиться золото и серебро. Из двух пленников один другого будет есть. Когда от города на самом большом удалении поплывет затонувший флот. Вот, казалось бы, там не о вашем городе, тем не менее о вашем. Молнией в ковчеге будет плавиться золото и серебро. Дело в том, что ваш город, Санкт-Петербург, имеет другое название – Ковчег. Санкт-Петербург. Санкт не только святой. Дело в том, что на языке французский, немецкий, там разные значения. Греческий, значит, в одном случае это святой идет, а в другом случае это идет песок, пустыня. Дальше, Петербург. Питер на еврейском языке камень. То есть город, который несет камень. А бург – это замок, оплот, дворец. А в целом Санкт-Петербург расшифровывается как дворец, песчаный оплот в пустыне. Дворец в пустыне, замок в пустыне. Так вот, ковчег Завета Моисея содержал две каменных скрижали. Тоже внутри был камень. Моисей ходил 40 лет со своим племенем по пустыне, по пескам. И он же выходил Петром Первым. Вот этот город построен им, ваш город Санкт-Петербург. Песчаный оплот пустыни, песчаный замок пустыни, песчаный град пустыни. По-другому он ковчег, потому что Моисей всегда был связан с ковчегом. Из двух пленников один другого будет есть. То, что был каннибализм, это было точно во время этой войны. Когда от города на самом большом удалении поплывет затонувший флот. Во-первых, грузы в Ленинград доставлялись, город-то был окружен, все было перекрыто. Единственная дорога была через Ладожское озеро. Когда можно было, тогда все переправлялось, но потом был обстрел, значит, и была блокада сверху. Переправа вся валилась под лед, значит, уходила. И в большом количестве переправа и флот, который доставлял эти грузы, затонули. Видите,
значит, когда от города на самом большом удалении поплывет затонувший флот. В общем, большое количество переправы ушло тогда под воду. Снова Катрин на смерть Гитлера. Кровь, голод и еще больше несчастья 7 раз обрушатся на берег моря. Море – это народы, и притом народ Германии идет, подразумевается явно и точно. Мюнхен голодает, город взят, плен, клыки великого везут в железной клетке. Это были зубы Гитлера. Клыки великого везут в железной клетке. Вот эта женщина, которая везла тогда его этот череп и зубы в железном ящике в Москву. Я тоже не понимаю, чего этот Катрен никто не расшифровал. Ну вообще, мне кажется, вот сейчас, ну вот это такие простые Катрены, что ну ничего сложного нет. В год Крустамина в Адриатическом море появится рыба, которая приведет в ужас всех корабельщиков. С человеческим лицом и водная. Она придет сама без крючка. Это пророк один. В год Крустамина, то есть в год пустобреха. По-немецки круст, верхняя корка хлеба. Струпья, оболочка, облепленная грязью. Аминь – это вот поддакивание. Все время согласие, значит, идет. Вот. Далее. В Адриатическом море появится рыба. Адриатическое море – это вот сейчас народ Советского Союза, то есть народ из подземной цивилизации. Адрия от слова ад. Появится рыба, то есть человек израильской цивилизации, пророк. Пророк идет под кодом рыбы. Приведет в ужас всех корабельщиков, флот других партий. С человеческим лицом, то есть это человек, и водная, кстати, то есть связана с морем, она придет сама, без крючка. Золотую рыбку не надо ловить. Большое смятение в предпринятом деле. Потеря людей – огромное сокровище, но ты не должен на это оказывать давление. Франция, по моим словам, делает так, чтобы вернулась память. Это памятка пророку. Чтобы не давили, не было насилия идеологией. Можно предлагать свои выводы, свою политику, свою идеологию без насильственного давления на психику другого человека. Вот вы иногда в семье делаете неправильно, заставляя вот насильно кого-то прочесть ту или другую книгу. Не надо, человек огражден от этого, это должно быть его внутреннее желание. Во-первых, еще что, человеку с потустороннего мира должны подсказать, прочесть это. Если не подсказано, и не надо давить. Значит, здесь скрыто гораздо более серьезный такой мотив. Не готов человек, незрелый плод, не надо давить. Так вот, потеря, значит, большое смятение в предпринятом деле. Плохой ход, большие препятствия. Потеря людей, уходят сторонники. Те, кто был раньше близок и предают, уходят в сторону. Огромное сокровище, хотя и огромное сокровище, то есть информация, достояние и так далее, значит, но ты не должен на это оказывать давление, то есть на других не надо. Ну хорошо, сокровище сокровищем, идеологией, не готов человек, не давите. Франция, по моим словам, делает так, чтобы вернулась память. Это пробуждение, чтобы у каждого человека вот подсадка, душа вспомнила все. Ведь здесь фактически будет выдан весь народ, который ходил с Моисеем по пустыне. Весь тот народ, который делал революцию 17 года. Так вот, Франция это Париж. Человек
из этого Парижа, из райской цивилизации, делает так, чтобы вернулась память. Человек просто вспомнил. Конечно, так он в белковом теле не вспомнит, но душа вспомнит, многое вспомнит. Выйдет, вот эти узы забвения перекроет, сбросит их. И тогда человек будет совершенно по-другому полностью соображать. Но не вспомнит, значит, и не вспомнит. Короли и принцы поставят идолов. Их авгуры будут давать ложные пророчества. Позолоченный жертвенный рог с лазурью и охрой. Будут гадать по внутренностям животных. Это пророки от Нижнего Аида. Короли и принцы поставят идолов. То есть здесь короли и принцы идут как представители от регионов потустороннего мира. Вот контактеры, экстрасенсы, пророки. Каждый регион потустороннего мира дал своих. Понимаете? Их авгуры, но они идут как авгуры, это ложные пророки, будут давать ложные пророчества. Позолоченный жертвенный рог. Рог это власть, но это рупор, это право на разговор, право на подачу информации. Фактически это контактер. Человек получает вот этот вот рупор, рог, это разрешение на общение, вещание от какого-то центра, от какого-то региона потустороннего мира. С лазурью и охрой. Лазурь и охра соедините вместе, это будет серый цвет. Вот в таком, ракурсе идет вещание от этих ложных пророков. Будут гадать по внутренностям животных. Очень у многих будет внутри сидеть психолог антимира, который будет на сознание подавать в необходимый момент нужную информацию. Психолог антимира имеет очень сильные, мощные внешние отличительные качества животного происхождения. У некоторых будут просто другие будет полтергейст жить. У некоторых будет связь с полтергейстом, общение вот с таким вот миром. Так что вот будут гадать по внутренностям животных, то есть по тем, выдавать свои пророчества, предсказания, вещания от существ, которые живут внутри тел этих людей. Я не понял, у нас без 10:10, да? Еще время есть, да? Полчаса можно. Великое захоронение Что вы хотите? О масонах нет, таких нет. Ну, о религиях очень много. Очень много. Я взяла только 517 катренов, ну, такие вот, знаете, главные, основополагающие. А там, конечно, очень много всего. Великое захоронение аквитанского народа расположится в Тоскане, когда Марс будет в германском углу и на земле регента Мантуи. Вот великое захоронение аквитанского народа, то есть народа Аквилона и его сторонников. Это Великая Отечественная война. Вот это Тоскана, это длинная вот эта могила, которую я только что недавно расшифровывала. Могила длиной от Москвы до Берлина. Когда Марс будет в германском углу, то есть зажат в лузу, вот тогда, ну, под обстрелом Германии, что ли, давила Германия. Марс – это бог войны освободительной, революционной, войны прогрессивной, идеологической. И вот здесь он, получается, зажат Германией в углу.
то есть в Лузе, и на земле регента Мантуи. То есть, когда будет отступать Россия, и тогда, когда будет наступать. А когда она будет наступать, она уже будет на земле регента Мантуи. Мантуи здесь от двух слов происходит. Манна и Туиста. Ман – это первый великан, а Туиста – земнородный бог. Ман является сыном Туиста. В общем, Туиста – двухполое существо, внутри себя содержит двух близнецов. Это, значит, первых два пояса Аида, Змей Горыныч. Две головы на одном теле. Поняли? И на земле регента Мантуи, то есть на земле человека, на земле общества от трехголового Змея Горыныча. Но там это общество все-таки от двух голов Змея Горыныча. Третья голова здесь не участвует, потому что вот это Мантуи, он двухполое существо. В городе, куда зайдет волк, рядом с ним будет в этом же месте и другой враг. Чуждое войско воровством испортит большую землю. Однако к находящимся у стен с Альп придут друзья. В городе, куда зайдет волк, это Вольфович Жириновский. Рядом с ним будут в этом месте и другие враги, то есть, в общем-то, масса и других враждебных организаций. В частности, вот, пожалуйста, уже это сторонники Рудского, Ампилова и так далее. Чуждое войско воровством испортит большую землю. Здесь воровство идет как бы, ну, совместимо с ложью. Вот смотрите, как врет Жириновский, как врет Ампилов, врет Макашов. Однако к находящимся у стен с Альп придут друзья, то есть от райской цивилизации. И тогда, когда сражающиеся будут у стен, то есть самый решающий момент, выйдет Галгал, оперативный Галгал, под руководством Суворова. Когда солнца будет мало, средь бела дня увидят чудовище. Его прибытие истолкуют совсем иначе. Отвлечет дороговизна, никто не будет подготовлен. Когда солнца будет мало, освещения мало, информации, истинности. В общем, народ будет в тумане и, в общем, шарахаться из стороны в сторону. В общем, идет блуждание. Средь бела дня увидит чудовище. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Его прибытие истолкуют совсем иначе. Вы так и сделали. Вы дали ему первое место в Думе. Отвлечет дороговизна, еще бы, конечно. Он же вам обещал такую дешевую водку сделать. Никто не будет подготовлен. О Гитлере. В самом сердце Западной Европы у бедных людей родится ребенок, который потом своей речью соблазнит большой народ. Его слава затем усилится на Востоке. Ну, Гитлер же всегда был хороший оратор. А на Востоке его слава усилилась, то есть, слава, это не слава, а просто разговоры о нем, его действия еще бы там на весь мир знаменитым стал. Значит, на тему, кажется, тут Горбачев, сейчас посмотрю. Большой театр встанет позднее. Кости, жребий брошены, силки натянуты. Первый слишком утомил своей монотонностью. Он будет сражен луком, давно уже сделанным. Большой театр, вот великая арена последнего времени, время апокалипсиса. Кости жребий брошены, силки натянуты, то есть расставлены все позиции, все посты заняты, все подготовлено. Подготовлено со стороны антимира, подготовлено со стороны райской цивилизации. А первый, это уже Горбачев, первый слишком утомил своей монотонностью, значит, все одно и то же. Он будет сражен луком, давно уже сделанным. Ну, что значит сражен луком, стрелой?
Дело в том, что Горбачев был просто уже послан приказ мысленный из райской цивилизации покинуть трон. Опять о Горбачеве. Горбун будет избран советом. Более отвратительного чудовища не видели на земле. Прибывший и возникший по воздуху выбьет ему глаз. Предателя короля будут считать позднее верным человеком, который написан с юмором. Не радуйтесь. Горбун Горбачев будет избран советом, то есть станет президентом. И вот это отношение к нему людей, которые вот сейчас, видите, более отвратительного чудовища не видели на земле. Но это с юмором сказано. Прибывший и возникший по воздуху выбьет ему глаз. Прибывший и возникший по воздуху. Вы не думайте, это значит не Борис Ельцин и не человек. Это приказ мысленный, переданный по телепатическому каналу связи, покинуть пост и трон и распустить партию. Приказ мысленный от райской цивилизации. Горбачев полностью выполнял программу райской цивилизации. Он подчиняется в экстренных случаях автоматически этому приказу. Помните потому, как резко все произошло? Вот, прибывший и возникший по воздуху, то есть, значит, мысленный приказ оттуда. Предателя короля позднее будут считать верным человеком. Люди вокруг Тарна, Лота и Гаронны, смотрите, как будут проходить через Апеннины. Ваша могила у Рима и Анконы. Здесь король с черными и кудрявыми волосами водрузит свое знамя и заставит принести трофей. Это Христ. Так вот, люди вокруг Тарна, Лота и Гароны. Обращение к обществам. Тарна. Вот это Тара. Тара – это пустая оболочка, то есть это пустые люди. Лот, а это уже люди зрелые, тяжеловесные, полноценные. Вот из Содома и Гоморры выходит Лот со своей семьей. Все не случайно. Лот, значит, есть мера веса. Мера массы. Один лот соответствует 12,3 граммам золота. Так вот, это вес души на космических весах. На весах, на весах на страшном суде, вот эта мера пропускная. Человек с этим весом будет пропущен в золотой век. И поэтому нужно взять вот этот вес лота. Не случайно вот этот цветок лотос, лилия, это водяная лилия, он в эмблеме бессмертия. Цветок чистый, непорочный, безупречный цветок. И лот, значит, вот эта мера веса, а фактически здесь под лотом кодируется все общество, которое проходит на весах, берет на весах вот этот вес. И Гарона, здесь, значит, обращение к обществу, которое вот возбужденное. Это Гарона – это брожение. Возбуждение, брожение, которое вот, в общем-то, возбудимое и очень активно сейчас вмешивается в политику и делает политику. Смотрите, как пройдут через Апеннины. То есть, как будет проходить Галгал, вот эти горы. А пройти через Апеннины означает взять вот этот барьер последнего, значит, вот этого времени. Во-первых, Галгал должен пройти через народ. Пройти, значит, через всю Россию, заявить свою программу, то есть объявить свою программу. И не только. Его программа должна быть принята народом, одобрена народом. И этот Галгал, если программа не будет принята, Апеннины Галгал не пройдет.
Апеннины — это море, вот это все, вот эта вся колыхающаяся возбужденная масса. Нужно этой массой овладеть в хорошем смысле слова, завоевать ее, то есть пройти через этот народ. Значит, а вот обращение к людям, которые, значит, протестуют и не пройдут этот вес, значит, ваша могила у Рима и Анконы. У Рима, значит, Рим кодируется как райская цивилизация, то есть рядом там, вы не пойдете дальше. Анкона Кремль. Ан, как я уже говорила, это вокруг Ан, а конма конус. А Кремль имеет конусообразную форму. То есть, значит, и здесь король с черными кудрявыми волосами водрузит свое знамя и заставит принести трофей, то есть сложить свои знамена. Да, видите, опять тут реквизит, у Христа черные волосы. Помаленьку будут раскрываться все детали портрета. Может быть, к концу третьей лекции вы что-то и будете знать. Сопоставите все факты. Я, конечно, не имею права сказать, потому что я получу тут же по шапке от Всевышнего. Когда домашнее животное после больших страданий и прыжков заговорит, молния для первооткрывательницы будет столь вредна, что с земли она будет взята и подвешена в воздухе. Но Катрин тоже написан с юмором. Так вот, домашнее животное заговорит когда? Тогда, когда людям будет известна информация о том, что на животных выращивается разум, и что вначале выращивается разумное животное, эфирное, и это происходит на протяжении длительного времени, и что из этого животного эфирного далее, значит, уже идет эволюция человека на базе этого животного. То есть, когда это животное заговорит, в этот момент, это означает, что людям будет дана информация об этом. Молния для первооткрывательницы будет столь вредна, то есть молния, информация, освещение. Первооткрывательница, наверное, пророк. Тот, который дает эту информацию. Что с земли она будет взята и подвешена в воздухе. То есть, опять-таки, выставлена в центре внимания, на обозрении. Тут не в смысле того, что повешена, а в центре внимания и, в общем, освещена со всех сторон, и к ней будет привлечено внимание. Но здесь не в плохом смысле. О Ленине снова, Катрин. Погребенный, но не умерший от апоплексии. Он будет найден со съеденными руками. Тогда город проклянет еретика, того, кто имел право устанавливать законы, но подменил их. Здесь уже последняя строка о Сталине. Так вот, погребенный, но не умерший от апоплексии. То есть с головой у Ленина было все в порядке. Никакой удар его не хватил. И погребенный, но не умерший. В общем, здесь опять-таки намек на мумию. Все ходили ведь смотреть живого Ильича. Он будет найден со съеденными руками, то есть ткани нет, здесь оболочка, пустая оболочка, все. Съеденные руки и конечности, в общем, это пустая ткань, кожа. Тогда город проклянет еретика, то есть Сталина. Того, кто имел право устанавливать законы, а Сталин был еще и антихрист, он имел громадную власть, но подменил их. Во-первых, и пошел не в том направлении, и вдобавок еще вообще заменил архив и исказил все факты истории. Здесь вот опять о Мавзолее и Ленине. Великий правитель с Орлеана будет подвергнут смерти человеком с мстительной кровью, но он сам не умрет заслуженной смертью. Хотя и со связанными руками и ногами будет заточен в сундук.
то есть тоже в мавзолей. Это Сталин. Так вот, великий правитель с Орлеана. Российский трон еще идет под кодом орла, еще с времен царских. Будет подвергнут смерти. Это Ленин. Человеком с мстительной кровью. Сталин ему, конечно, отравил Ленина, отомстив ему за то, что Ленин пытался, в общем-то, его отстранить от власти. Но он сам не умрет заслуженной смертью, хотя со связанными руками, то есть тоже опять будет прикован на лоно мавзолея. Связанные руки и ноги, значит, тоже распят на этом же лоне, как и Ленин. Заточен в сундук, то есть в мавзолей. В году, когда Одноглазый будет править во Франции, двор будет в очень неприятном волнении. Великий Блуа убьет своего друга. Царство будет в беде и двойном сомнении, которое относится к Ельцину. Во-первых, я уже говорила, что Ельцин был Кутузовым. У Кутузова был один глаз. Вот эти все реквизиты все даны. Вот даже есть Бородинское поле, сражение. Есть деревня Фили, зашифрована в Катринах, где происходило совещание военное Кутузова со своими, значит, полководцами. Так вот, в году, когда Одноглазый будет править во Франции, под Францией, опять-таки, территория идет России, потому что это будущая территория, значит, райской цивилизации Парижа. Вот. Двор будет в очень неприятном волнении, вот это его окружение, все вот это правительство, и дума, и так далее. Великий Блуа убьет своего друга Горбачева и Ленина. Блуа от слова «блудить». Дело в том, что Ельцин тоже сейчас, он на распутье, он вообще, можно сказать, не понимает, что он точно делает. Ему в программу ввели НЭП, капитализм, он это строит, он сейчас совершенно, он в клетке, он в кандалах, он под гипнозом, потому что вот будет дальше Катрен, я вам скажу даже, что он по Катрену для победы добровольно разрешает себе заточить в клетку, а клетка по той расшифровке идет как программа гипноза, наложенная на сознание, идти в том или другом направлении. Вот. Так вот, великий Блуа убьет своего друга, но у него, в общем-то, время такое, распутье вот этих трех дорог и так далее. Царство будет в беде и двойном сомнении, что делать вообще? Туда все мечутся. Большой отряд, банда и секта крестоносцев поднимется в Месопотамии. У ближней реки соберется большая компания, для которых закон будет врагом. Опять-таки о партии Жириновского. Большой отряд банд, это его партия, и секта крестоносцев. Крестоносцы это были немцы. Поднимется в Месопотамии. Месопотамия — шифр. Месса и Потамия. Значит, Месса — это, в общем, это город Москва. Фактически Месса — это богослужение. Потамия — место. А почему Месса созвучно с Мессией? Дело в том, что в Москве мавзолей Ленина. Богослужение. Богослужение происходило, когда люди ходили смотреть на живого Ильича. Так вот, поднимется в Месопотамию. Месопотамия — это Москва. От слов «месса» и «мессия». Место Мессии. Поднимется в Месопотамии. У ближней реки соберется большая компания. Ну, значит, опять-таки, это у Москвы реки. Государственная дума, вот эта компания, и зюгановцы, и жириновцы, для которых закон будет врагом. Здесь не думайте, что просто так какой-то закон. Нет. Дело в том, что Христ, он вообще идет как законодатель и по Библии, и по Нострадамусу. Есть такой Катрен, где говорится, что великий законодатель явится.
Ленин был юрист, Маркс тоже был юрист. Так что в этом отношении все отработано. Ну, вообще-то правителю сарая и положено быть юристом. В этом направлении быть хорошо осведомленным. И с законом дружить, не только дружить, но и вот этот закон претворять в жизнь. Поэтому здесь вот для которых закон будет врагом, то есть Христ будет врагом. Да, вот этот, который он тоже посвящается Христу. Перед его священным великолепием опустят крылья, когда великий законодатель явится. Вот все тогда поймут, кто он. Все. И даже не будет сопротивления. Он поднимет низкостоящих и усмирит бунтовщиком. На земле не родится ему подобного. Запомните, великий законодатель явится. Запоминайте эти строчки. Недалеко от Дуэра, у закрытого моря Сиренского, он пробьет большие горы Пиренеи. Более короткой дорогой через эту брешь он поведет войска на Каркассон. Опять